Всем привет! Данное видео посвящено обзору на профессиональную систему заточки профиль К03. В основе комплектов лежит два корпуса. Это обычный профиль К03 и профиль К03 Эксперт. У обычного корпуса профиль К03 углы заточки составляют от 7 до 23 градусов на сторону, или же 46 общий, что вполне достаточно для большинства ножей. У увеличенного корпуса, который называется профиль К03 Эксперт, угол заточки составляет от 7 до 35 градусов на сторону, или же 70 градусов общий. Также хочу заметить то, что минимальный угол заточки, который указан в 7 градусов, обеспечивается при использовании филейных зажимов, но о них мы еще подробнее поговорим. В системах заточки профиль К03 можно затачивать не только ножи, но также различные инструменты, требующие заточки до 90 градусов на сторону. Для этого у нас используется малоуниверсальный стол. Об этом столике есть отдельное видео, где мы показываем заточку бытовых ножниц, стамески, ножа ледобура и прочего инструмента. У речного подъемника реализовано соединение по типу ласточкин хвост, которое позволяет производить плавную бесступенчатую регулировку угла заточки. Для этого необходимо ослабить фиксирующий винт и барашком выставить необходимый угол заточки, после чего произвести фиксацию. Фиксирующий винт в основном предназначен для грубых обдирочных работ, когда прикладывается большое давление на абразив, чтобы не менялся угол заточки. Поворотный механизм позволяет затачивать нож с двух сторон без переустановки ножа, тем самым сохраняя угол заточки с обеих сторон. Реализовано еще и кольцо натяжения, которое позволяет выставлять усилия переворота рамки, то есть можно полностью ослабить, рамка будет у нас свободно ходить, и можно жестко затянуть, что при самых сильных обдирочных работах рамка у нас уже не будет срываться. В горизонтальное положение рамка встает автоматически, при этом не требуется никакой калибровки. Вся калибровка изначально произведена на заводе-изготовителя. Рамка данной точилки сконструирована таким образом, что зажимы можно передвигать по всей рамке, можно их раздвинуть максимально далеко друг от друга, тем самым обеспечив зажатие даже самых длинных клинков. Во всех комплектах идут универсальные цельнофрезерованные зажимы, которые выполнены из цельного куска алюминия марки 7075 Т6. Они жестко и надежно фиксируют клинки толщиной вплоть до 7 мм по обуху. При помощи них можно зажать большинство различных ножей, начиная от складных и кончая охотничьими. Для того, чтобы зажать какой-нибудь складной нож, достаточно просто установить два зажима на одну сторону рамки и после этого зажать ваш клинок. Также имеются и одиночные зажимы, при помощи которых можно зажимать короткие клинки по типу Victorinox. Этот зажим можно установить по центру вашей рамки и надежно зажать клинок. Также рамка точилки профиль поддерживает комбинацию зажимов, то есть можно использовать не только один зажим, но и совместно с другими зажимами, тем самым увеличив точки опоры. Если у вас, к примеру, длинный филейный нож, который гнется, можно добавить либо одиночный зажим, либо использовать филейные зажимы совместно с обычными цельнофрезерованными. Перейдем к филейным зажимам, которые неспроста названы филейные. Они были разработаны специально под кухонные ножи, которые требовали заточки от 7 градусов на сторону, или же 14 градусов общий. Ограничением этих зажимов служит то, что они по обуху зажимают максимум 3,5 мм, когда обычные цельнофрезерованные зажимают до 7 мм по обуху. Но в обычных цельнофрезерованных можно выставлять угол до 10 градусов на сторону, то есть минимальный у вас будет 20 общий. Ну и также не забывайте, что на угол заточки влияет и вылет режущей кромки от края губок. Чем больше у вас вылет ножа от края губки, тем острее угол заточки. В системах заточки профиль К03 имеется универсальный держатель абразива, в который можно установить камни длиной от 150 до 200 мм длиной. Также можно установить камни как с бланком, так и без бланка. Продемонстрирую, как устанавливаются камни, имеющие бланк. В данном случае сейчас я установил камень 150 размера, он же апексный, обычный размер. Камень надежно фиксируется и хорошо держится. И давайте приведу пример на веневском бруске, который имеет 200 размер и не имеет бланка. За счет того, что у нас имеется пружина, которую мы поджимаем, когда устанавливаем камень, и ближний упор у нас держит камень. Тем самым он надежно фиксируется и во время заточки у нас не выпадает. Как вы видите, камень хорошо держится.
Для того, чтобы у нас установить камни меньшей длиной или большей длины, для этого необходимо передвигать дальний упор. У нас на сайте представлено 4 основных комплекта. Давайте попытаемся разобраться, какой комплект для чего подходит. Комплектации базовые, то есть куда входит только сама точилка, это профиль К03 Эксперт и просто профиль К03. Также хочу заметить то, что в комплектации обычный профиль К03 Эксперт не входит подставка. Подставку вы также можете докупить отдельно. Данные комплекты идут без камней и подойдут тем, кто формирует свой комплект под себя самостоятельно. То есть точилку, подставку, если необходимо, и камни вы можете отдельно докупить, либо они у вас уже имеются на этот момент. Оптимальным набором для новичка, в принципе и не только для новичка, но и для многих профессиональных зачинков, будет комплектация Hunter, куда входит точилка профиль К03 Эксперт с увеличенным углом и подставка, которая весит 3,3 кг. Эта подставка настолько массивная, что не позволит точилке двигаться на месте во время заточки. И уже можно не использовать струбцину как крепление к вашему рабочему месту. Также в комплектации Hunter уже будет идти 5 алмазных пластин с галлоническим напылением, которые подходят под любые стали и довольно-таки быстро работают. В комплектации Master есть все необходимое для самых искушенных заточников. Тут у нас и корпус с увеличенным углом, профиль К03 Эксперт, кстати, который идет уже с подставкой, которая весит 3,3 кг. Также идет 4 типа зажимов, это обычные стандартные цельнофрезерованные, филейные, которые подойдут для кухонных ножей, одиночные, которые идеально подходят для коротких клинков, и малоуниверсальный столик для заточки различного режущего инструмента. Со всем этим комплектом идет 5 алмазных пластин с галлоническим напылением, которые работают по различным сталям. Теперь давайте попробуем разобраться, как же пользоваться данной точилкой. Первым делом необходимо будет ее собрать. Я думаю, ни у кого не возникнет проблем по поводу сборки, так как собирается она очень легко и быстро. Если у вас есть подставка, прикручиваем корпус к самой подставке. Далее устанавливаем зажимы. Зажимы можно сразу ставить под геометрию вашего клинка. Поставляется держатель разобранным на две части. Вкручиваем штангу в держатель абразива, устанавливаем шарнирный узел и устанавливаем дальний ограничитель. Ближний ограничитель, который у нас имеется пожог, устанавливаем на парковку. Таким образом, держатель абразива у нас будет находиться в ровном положении и не будет крутиться по кругу. Обратите внимание, при установке на парковку ограничитель нужно разместить полностью на внутреннем диске, который останавливает вращение подшипников в шарнирном узле. После этого устанавливаем сам нож. Зажимы перед этим у вас должны быть установлены под геометрию и длину вашего ножа. Затягиваем губки до тех пор, пока они не будут параллельны ножу. Не должно быть просвета ни со стороны обуха, ни со стороны режущей кромки. Нож у вас должен надежно быть зафиксирован и не шататься. Проверить это очень легко. Покрутить за рукоятку, и если у вас нож не шатается, значит он хорошо зажат. Следующим этапом будет установка абразивного камня. Пододвигая ближний упор на себя, устанавливаем абразив и дальним упором фиксируем. Выставляя угол заточки, можно ориентироваться как на механический угломер, который показывает в точности до 1 градуса угол заточки, либо же использовать электронный угломер. Сейчас я вам покажу, как установить угол заточки, используя электронный угломер. В точилках профиль К03 имеется площадка для этого угломера. Устанавливаем на площадку для электронного угломера, нажимаем кнопку Zero, тем самым обнуляя угломер. Устанавливаем камень на наш нож по оси и на держателе абразива выставляем необходимый нам угол заточки. Сейчас он показывает 21,8. Предположим, нам необходимо добиться угла 18 градусов на сторону. Или же 36 общий. Добились и фиксируем фиксирующим винтом, чтобы во время заточки угол у нас уже не менялся. Ну а для того, чтобы попасть в тот же самый угол заточки, который у вас уже существует, воспользуемся обычным маркером. Закрашиваем подвод нашего ножа. И, ориентируясь на след от абразивного камня, попадаем в угол заточки. Проводим абразивом, и если у нас след находится ниже, значит нам угол необходимо опустить. Немножко опускаем до тех пор, пока маркер у нас не будет сниматься полностью за одно движение. Как только он начнет сниматься, мы попали в угол заточки. Фиксируем и начинаем процесс.
Следующим этапом нам необходимо выставить ограничители, для того, чтобы во время заточки камень у нас случайно не ушел с ножа, либо же наоборот, не залез на нож, тем самым поцарапав наш подвод. Выбираем максимально отдаленный участок нашего ножа и фиксируем ограничитель, чтобы камень у нас не уходил. Смотрим как на пятки, так и на кончике ножа, по дальнему и ближнему ограничителю. Пододвигаем ближний ограничитель и проверяем. Камень у нас везде проходит, после чего можно начинать заточку. Заточка производится движениями в обе стороны. Также видео по заточке различных ножей вы можете посмотреть на нашем YouTube-канале. Ссылка будет в углу экрана. А заточка у нас производится как с одной стороны до появления заусенца. Также переворачиваем нож и протачиваем с другой стороны также до появления заусенца. Камни во время заточки необходимо менять, двигаясь от самого грубого к самому тонкому камню, тем самым уменьшая максимально риску. Видео по выбору абразивных камней вы сможете найти на нашем канале. Ссылка будет в углу экрана. Ну а камни с галлическим напылением, которые есть в некоторых наших комплектах, они отлично подходят для большинства различных сталей и довольно-таки быстро работают. Ну а какую комплектацию выберете вы, пишите в комментариях под этим видео, задавайте свои вопросы, подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки.